Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUA. Если что, у нас сегодня АСМР контент, потому что, ну, все прекрасно знают, что сейчас я поздно ночью снимаю, как я писал в своем телеграм-канале, там у нас чат, и мы общались с ребятами, вот, короче, снимаю я сейчас поздно ночью, это где-то около часа ночи уже, это первый момент, а еще меня так бесит мой хохолок на голове, вот этот вот, просто нереально бесит, пора подстригаться, и вот эта вот челка тоже не бесит, ну, короче, ближе к теме, я хочу сегодня поэкспериментировать, и надеюсь, у меня это получится сделать, если же нет, ну, будем играть на том, что будет приходить. Так, я еще раз проверю запись. Так, она идет, все хорошо, отлично, потому что второй монитор я сейчас еще не подключал. Он мне не нужен пока что. Так что играем так, как оно есть, и от этого будет уже зависеть все. Так, мне гида пришла, она мне на самом деле нужна. Но мне пришел еще и резак, поэтому, скорее всего, нет. Я, наверное, скорее всего, оставлю вот так вот, как есть. Или, не знаю, или может заблокировать, взять гиду, потому что гида со старта, ну, очень сильная. Ладно, не буду это делать, короче. Буду играть на том, что будет приходить, будут звери, значит, звери будут. Будет мой эксперимент, который я хочу, значит, будет эксперимент, но для этого мне нужна панда. И мне панда-шаман нужна, то есть, либо же панда-убийца. Короче, одна из панд мне нужна, плюс фуловые волшебники. Покажу, как Абу-Абу. Неплохо. А Дискорд можно? Или Дискорд, ну, в студию сегодня не выйдет. На самом деле, когда вам приходит эгида, и вам выпадает шмотка Дискорд, обязательно берите ее. Ребята, это такой буст по урону, что просто. Под эгиду она нереально стакается. Как бы первый момент. Вот, в чем заключается буст, который я хочу сделать. Во-первых, это панда-шаман, которая кидает кирпичи. Я хочу ее в тройку собрать ее под богами, это будет вечный стан, там 2,5 секунды стана и 1,6 секунды, как бы, вау, 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 вау. Вау. Не, ну такое мне нравится. Давай еще Дискорд сверху. Ну ладно, мана плюс 40 тоже хорошо, как раз под резака это будет вообще шикардос. Вот. Либо же сыграю на лустрике, на всякий случай возьму вот этого паренька. Ну и если придут не мехи... Короче, давайте диду расскажу. Третьего уровня панда, шаман, в троечку, под богами. И там либо я с чистым уроном ее сделаю, либо же я ее сделаю с чернокнижниками, либо же с физическим... Ну, со зверями она тоже неплохо стакается, но я не знаю, работает ли вот это вот понижение уязвимости на то, что я хочу сделать. Ну, то есть на кирпичи работает понижение уязвимости или нет. Если же не работает, то, соответственно, это бессмысленно. Ну, короче, будем смотреть, как оно еще будет приходить, и от этого уже будем отталкиваться. Потому что, по крайней мере, мне пришел со старта один шаман. Панда уже есть, отлично. Вот это вот нам надо. Шторм пришел. Кстати, Шторма я хочу взять. Он, хотя на самом деле... Блин, ну... Вот загвоздка. Шторм мне тоже как бы пригодится, и мне как бы и лустрик пригодится. Может получится на винстрике. Так, я уже вижу заранее здесь ведьмаки будут. Один, второй. Чувак уже на гоблинах играет через Дума. Не, ну тут серьезно, ребят. Скорее всего, реально мне придется на лустрике играть, и лустрик мне придется сделать грамотный, поэтому я делаю вот так, вот убираю гиду, ставлю так, и в принципе это вся грамотность, которую я сейчас вам озвучу. Будем играть на лустрике, значит. Будем играть на лустрике. На винстрике, к сожалению, наверное, не получится, но посмотрим. Ни в коем случае я не буду делать себе панду-шамана именно через шамана фуловую. Хотя, на самом деле, здесь игра под шамана фуловую прям, ну, замечательная, если честно. Но этого я делать не буду. Вау. Не, ну это... Не, ну это уже какой-то, ну, не тот момент, который я хочу вам показать. Сейчас, если еще кунг-фу панда сверху придет, это точно будет не тот момент, который я хочу вам показать. Демочку возьму со старта, возьму Марса со старта, он пригодится, почему нет. Уже лустрик у меня есть, в принципе, все более-менее. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Ага. Еще один человек на лустрике, это плохо. Для меня это плохо, мне нужно будет его переиграть, но в один прекрасный момент. Гритеры тоже плохо. Короче, все плохо. Почему они решили играть на лустрике, алло? Я такое осуждаю. Нельзя так делать. Я играю на лустрике, а не вы. Вот. Второй эксперимент. Вот первый эксперимент я сказал, это панда-шаман. В троечку. Но он не придет. Вот, он не пришел. Гритеры, кстати, приходят. Можно реально на гритера будет попробовать сыграть. Чувак вот на гритерах есть. Здесь у него Марс, у него гритер, у него гида. Ну... Честно... Не знаю. Не знаю.
Гриттер один есть, и, в принципе, я могу на гриттерах сыграть, но только зависит от того, как оно будет мне приходить. Я от этого буду и отталкиваться. Если получится, сыграю на гриттерах. Не получится, сыграю на гриттерах. Но, похоже, на эксперимент... Ну да, эксперимент, похоже, будет провальный, потому что, во-первых, уже 7-й раунд, у меня нет ни одной панды, у меня нет волшебников. В идеале, когда вы обузите панду в тройку, вам нужны, ну, волшебники как можно... Ой-ой-ой. Не, ну ладно, хотя бы на лустрике он рано пришел. Теперь я смогу спокойно играть на лустрике и не париться о том, что когда-то он ко мне придет. Он пришел не рано и вообще шикарно. Лично. Вообще бы мне хотелось нежить показать, но немножечко по-другому. Так, пиво пришло, понял, спасибо. Буст хороший, уже вижу со старта, прямо замечательный. Спасибо, что пришел, как говорится. Вот, второй эксперимент, это волшебники плюс керри Лина через 9 магов. Это будет прям, мне кажется, сочно. Этого шамана я продам, хоть он и пришел. Но его бустить я не буду, выйду уже в 10 монет. Мне нужно как можно быстрее выходить в 10 уровень и так далее. Печально, конечно, что здесь есть против меня ведьмак фловый. Еще один ведьмак, причем у него водовой КТБ. Блин, какие же они проблемы создают, вот честное слово. Вот я не хотел, чтобы вот такое вот было против меня. Особенно, когда 2 ведьмака, даже 3 ведьмака, скорее всего, будет. Один на нежити будет, хорошо. В принципе, игру читать заранее можно. Вот. 2 эксперимента озвучил. Но пока, как мы видим, скорее всего, ни один не получится. Я еще очень много получаю по лицу. Это плохо. Это очень плохо, на самом деле. Типа, так не должно быть. Так быть не должно. Я должен, как минимум, не так сильно получать. Я бы мог продать вот этих вот всех ребят, играть не через гриттеров. Чуваку он мартретка сейчас придет, скорее всего, гриттер у него. Но он так неплохо, кстати, выглядит, вот этот гриттер. Единственное, что, то мне бы в действительности сделать себе 7 уровень и тоже сыграть через гриттера, потому что есть Марси, даже их 2. Если он Марси приходит в двойку, то, естественно, я буду играть через Марси. На самом деле можно играть на мага через Марси. Через 9 магов и через Марси троечку. Тоже будет прикольно, физбилд, все дела. Плюс каждая ее тычка, она будет не только как бы магическим уроном бить, она еще будет обледенение кидать. Ну, вспоминаем о том, что здесь есть гриттер. И это проблема для меня будет. Вот еще чувак фловый на мехах, боже. Плохо, когда чуваки на мехах играют, а ты на лустрике. Вот огромный минус. Так, подожди. Это нужно выставить. И, наверное, я выставлю 2 панд. Я выставляю кунг-фу, потому что у кунг-фу шанс шотнуть, когда меньше 50% хп. Как-то так. Есть один волшебник, мне в принципе устраивает, СФа нету. Может гриттера продать, может ну его, но как бы да, но как бы нет, если... Чувака мартретка, у него намного сильнее будет билд. Так, записывать ли? У меня просто в предыдущем видосе, почему я говорю, что я проверяю запись. В предыдущем видосе я начал запись где-то с 3-го или 4-го раунда, и меня обвинили о том, что я заскамил запись. Ребят, я не специально, просто почему-то обрывается иногда. Я уже сделал все, что угодно, ну, реально все, что угодно делал. Поэтому уж сори, как есть. Ну, шотните, ребята этих. Давай, шот. Походу шота не будет, сейчас мне лицо порвут. Да. Не повезло, не фартануло. Ну ладно. Ладно, гриттера продам. Наверное, лучше бы я гриттер выставил, но... Опять гриттер пришел. Ой, персик. Ого. Ого. Вот это вот реально ого. Чтоб персик со старта пришел, плюс еще так пришло. Ну, тут Марси у чувака тоже яйцо. На самом деле он мог бы через яйцо апнуть Марси, было бы все прекрасно. Еще, ребят, огромная просьба. Вот огромнейшая просьба. Всех, кто с меня сейчас смотрит, помогите мне. Почему? Почему? В чем конкретно, а не почему? Мне нужна ваша помощь, потому что осталось всего лишь 90 человек до 1000 подписчиков. Я хочу все-таки взять и побороть этот вот кусочек и сделать себе 1000 подписчиков. Поэтому, ребят, кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под видосом и оставьте свой комментарий, потому что ролик тогда залетит в тренды, в рекомендации, и у нас будет больше и больше аудитория. Очень много людей меня смотрит, и мне бы хотелось просто развиться еще больше в этом плане. Поэтому, ребят,
Кому не жалко, помогите, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Это как бы один момент. Плюс у нас есть телеграм-канал, в котором я пишу о стримах, о новостях игры, о обновлениях игры и всякие тонкости. Там, допустим, когда мне техническая поддержка пишет о том, что да, действительно, там был баг, там действительно то, сё. Поэтому, кому это все интересно, обязательно подписывайтесь. Чувак здесь на Марсе сыграл. Для меня это уже, ну, не очень хорошо, если честно. То есть у него уже Марси в двойку. Для меня это не очень хорошо. Тут есть Гриттер, есть как бы Ведьмак фуловый. Короче, здесь реальные, ну, проблемы для меня нарисовываются. Скорее всего, будет Маг-Дракон еще сверху, но не точно, конечно, но скорее всего будет. Боже, как слабо у меня. И панды даже не идут. И 30 монет у меня в 12 ранге. Боже, как слабо. Так, ну раз мне пришел лон-друид, то, скорее всего, это будут звери. На зверях я могу спокойно сыграть, даже красиво сыграть. Ну, панда не приходит, так что... Да, Гриттер я удалю. Гиду удалю, хотя Гида в двойку было бы нормально. Лину придется тоже удалить. Марси на самом деле мне нужно, чтобы она хотя бы в двойку пришла, чтобы у меня был хоть какой-то буст со старта. Сеф тогда мне не нужен. Уже поздно бустить его, поэтому буду играть вот через зверей. По-другому уже никак. Обидно, к сожалению, что так получилось, но ладно. Ладно. Я, в принципе, не против даже поиграть на зверях, это будет прикольно. Плюс я через Киру сыграю, тоже будет очень даже хорошо. Хоть играю через лустрик, хоть у меня очень плохо все, ну во всем плохо у меня, да, давайте так. У меня и по инкаму все сейчас грустно, и по игре в целом все грустно. И все, в принципе, тут как бы больше добавить нечего. Грустно по всему. Спасибо, панда, что ты мне пришла. Спасибо, что я смог проэкспериментировать. Так, ой-ой-ой, фул жит. Вот нежить это огромная проблема для меня. Но тут ребята на самом деле очень жесткие против меня. Во-первых, Гриттер с двойкой Марси уже. Окей, окей. Но Гриттер там довольно такой, ну реально неприятный. Так, здесь я проиграть должен, да? Да, отлично. Ну, туда буду на зверях играть. Чё? А зверь тут есть какой-то? Я не помню просто. Никакого, хорошо. Один волшебник мне понадобится, скорее всего. Ну, где мои ваншоты от Марси? У меня же кунг-фу стоит, меньше 50%. Знаете, это закон подлости. Когда не надо, я шотаю их. Когда надо, ну, гуляй лесом, дорогой мой. Вот гуляй лесом, все, делай, что хочешь. Не будет тебе шота. Оу. Я сделал проблему для себя. Оттуда, откуда ее не ожидал, если честно. Вот напишите сейчас в комментариях, что я сделал для проблемы. За проблему для себя. Вот как вы думаете, какая проблема, вот из-за чего я сейчас немножечко, скажем так, ну не в тильте, конечно, но довольно-таки расстроен. Блин, ну это... У меня просто еще стол слабый, понимаете? Я сейчас от мобов просто буду откисать, но будь здоров. Мне ну, не поможет мой сейчас крутильщик-вертельщик. Сейчас еще раз мобам откисну. Не, ну это уже, знаете, видос будет очень плохой, если я не проиграю пару раундов. Хотя бы один мобам так точно. Это, знаете, это уже вошло не в привычку, а как бы в мою эту особенность. Кому там щит кидаешь? Вот скажи мне, пожалуйста, кому? Зачем ты ему кидаешь? Почему ты не кидаешь кому-то другому? Почему ты кидаешь щит конкретно вот этому медведю? Ладно, медведь будет посильнее, конечно, но 2600 урона, а у медведя уже 2000 урона, как бы, ну... Да, гадалки не ходи. Чуваки уже там все выиграли, я 40 секунд мобов долблю. Сильно. Сильно. Признавайтесь, кто еще 40 секунд мобов долбил? На самом деле, я давно 40 секунд мобов не тыкал. Это смешно выглядит. Так, панда стоит, пусть стоит. ХПшка. На самом деле... Мне вот эти вот предметы, которые сейчас упали, они не особо нужны, вот кроме благодать. Благодать хороший. Какая хрень упала, боже мой. Так, понял.
Сразу скилл Гриттера попался в лицо. Да не попадает. Ай, по мне. Ладно, на 8 уровне мне нужно реально ролиться, потому что мне сейчас очень сильно дадут просто, ну, по щам так знатно. Я уже по минус... Ну, сейчас по минус 6 это еще ладно, это еще терпимо. Дальше что будет? Вот это вот уже не будет терпимо. Мне уже бы, по идее, выходить из лустрика и идти на винстрик. Но я сделаю сейчас так. Я на самом деле, знаете, как я сделаю? Я сделаю так вот. Немножко выйду все-таки из инкама. Для своих же целей. И, наверное, все-таки я поставлю себе персик вот в этого человека. Хотя тренты... Не, ну энты, наверное, все-таки плохие будут. Энты это плохая идея. Но тут куча ведьмаков, поэтому даже я не знаю, мне, наверное, и волшебники не нужны будут. Так, здесь цветы вырисовались немножечко. Может богов поставить чисто, посмотреть, как лис будет кататься, потому что я буду зависеть очень сильно от лиса, который будет кататься, крутиться, вертеться. Минус 10. Я надеюсь, я хотя бы хп себе восстановлю много. Что за подгон? Блин, ну... Блин, ну я даже не знаю. На самом деле, сколько лис нанес урона? 1800. Давай я, наверное, все-таки отдам тебе пока что. Вот в него я все отдам, потому что в него я как-то сейчас поболее верю. Волшебники, волшебники. На самом деле волшебники им не нужны, а то мало ли... Там фул нежить. 9 уровень фул нежить, обалдеть. Я надеюсь, он ко мне не придет не скоро. Нежить, конечно, не работает на суммоны, но все же я очень надеюсь, что ко мне он скоро не придет. Очень бы хотелось в это верить мне. Держусь обоими руками за то, что он бы ко мне не пришел. Я уже сейчас поменьше получу, слава богу. Спасибо за то, что я смог поменьше получить чуть-чуть, но все же. Чисто пеньки бьются. Давай, змейка. Сколько? Минус 4, хорошо, минус 4 еще нормально, терпимо. Терпимо. Так. Теперь я апгрейжу его и отдаю ему шмотки. Все, отлично. На самом деле я бы яйцо, наверное, заюзал бы в лондруида. Но думаю, не стоит еще тогда. Так, у меня 25 хп и 11 банок. Давайте посмотрим, сколько я восстановлю. Итак, 25 хп было. Боже, 12 банок, 25 хп. А по итогу, знаете, получил сколько? 25 плюс 12, 37. 37 хп я получил. Чувак уже, ну, чтобы вы понимали, Тайда нашел. Просто чувак на 8 уровне нашел Тайда. Прикольно. Не, ну чё. Это скилл. Это просто скилл. Если бы он не был настолько скилловый, то я бы более чем уверен, что он бы такой... Куда ты крутишься? Ну, тут просто... Вы видели, что только что Лис сделал? Просто этот черт начал крутиться куда-то в освояси. В стратосферу, наверное, хотел улететь. Да. Не знаю, я, наверное, уже фул зверей выставлю, а то... Ну, а что мне еще делать? Можно богов было бы поставить. И у меня бы тогда лист на самом-то деле чаще бы крутился. Магами тут пока не пахнет, поэтому я, наверное, все-таки так и сделаю. Я уберу его, если что, поставлю богов. Хотя богов-друидов тут нету, и это очень плохо для меня. Не, ну сейчас, кстати, более-менее было. Более-менее. Сейчас, надеюсь, мне дозолятор упадет. Хорошо. Мне нужно усиление как-то помощнее, чем то, что мне приходит сейчас. Так, дозолятор есть, хотя там я без руш выпал, но я возьму дозолятора. Так, уклонение тебе, это тебе. Лустрик я убираю. Плохо. Может, реально яйцо в лундруида? Я не хотел. Так, 54 хп. Пуньк. 5 хп восстановил. Уже хорошо.
Это скип, палка. Палка. Не, я криты оставлю, а это я скипну. Мана плюс 40, отлично. Отдам вот, моему Фуриону. О, ну сейчас, может быть, даже получше будет. Боже, мне АМ сосет всю ману, это просто, ну, печально. Надо менять. Ну вот и все, как бы. Просто АМ присосался к моему лису и даже не смог ничего сделать. Очень плохо. Минус 7 по лицу. Так, лондруит апгрейд сюда. Так, есть собака. Собака. Не знаю, собака на самом деле, наверное, будет похуже. Хотя, наверное, лучше, чем инча, как минимум. Боже, я на таких тонких, ну вот, на тонкостях таких играю прям. Очень на тоненького. Очень. Я на что-то все равно рассчитываю, что-то думаю, что-то пытаюсь, конечно. Так, вот против меня сейчас фуловая нежить пришла, это очень плохо. Нежить очень сильная против меня. Хоть и на суммона не работает его нежить, но все равно он их, ну видите, все равно эти скелеты суммонятся. Это огромная проблема для меня. Он еще Фуриона мне задушил, поэтому... Ну, минус 14, ладно. Минус 14 это еще терпимо. Реально еще терпимо. Но то, как мне дают по чердаку, это нетерпимо. На самом деле, вы, ребята, мне тоже не нужны особо. Без обид, конечно. Ладно, и моя идея, скорее всего, сейчас провалится очень сильно, если я что-то не придумаю. Так, минус армор, кстати. Минус армора я хочу вместо критов сделаю, потому что чем больше минус армора, тем быстрее я шотать буду. О, просто разорвал только что чувака. А кто это? Это Гритер. Хорошо, Гритера я порвал. Допустим. Хорошо. Я на тоненького очень сильно играю. Очень на тоненького играю. Очень сильный мертвец против меня. Это очень странно, конечно, но очень сильно. Так, 2 цветы у чувака. Спасибо, классно. Он будет сейчас просто бить мне лицо. Минус армор у меня как бы есть. Так, скилл Марси он стырил. Молодец. Я сделаю, наверное, как-то так расстановку сейчас. Мана плюс 40 тут. Минус 18 армора как бы у меня есть. Лис сейчас будет очень сильный. Проблема лишь в том, что не отлететь бы быстрее их всех. Тут огромные стрики у чуваков. Фуловый мертвец, цветы. Ну, цвет это полбеды. Но на самом деле он довольно-таки сильный, этот цвета. Потому что все его иллюзии сейчас будут... Ну, короче, это довольно сильный чувак. Сейчас будем смотреть, конечно. Я надеюсь, что я его вынесу. Мне бы очень хотелось вынести его. Он еще и вертолетика наролил. Боже, как чуваку хорошо повезло. А, это не он, подождите, это другой чувак. Я-то подумал, это тот, а это не тот. Все, отлично. Могу немножечко успокоиться. Так, мне нужно уровень взять. Мне нужен 9. Я хочу все-таки поставить богов. Я уверен, что с богами я буду немножко себя чувствовать получше. Придет лондруид, я, наверное, яйцо в него закину. С богами я должен себя просто намного увереннее чувствовать в том, что я не получу так по чердаку сильно. Тут есть цвета фуловые, мне вот это вот, ну, нереально чуваку повезло. Он сейчас делает эту цветку в двойку, и может Киру найдет, и все, и до свидания. Против нежити, как бы у меня есть свои приемы, это я сделаю, наверное, все-таки Киру. Но я хотел бы Киру сделать, если, конечно, повезет ее сделать. Если не повезет, то уже, ну, что поделать. Ничего не поделать. Очень сильно хотел бы без руш. Я выйду немножко из инкама все-таки, потому что надо поставить хотя бы хоть каких-то богов. Хоть каких-то. Так, обезоруш есть, отлично. Так, вот это я тебе отдам, пусть у тебя маска будет. Что еще? Так, ты неизвестный для меня перс. Тут у меня пришел тренд. Пусть пока будет, но мне на самом деле он не нужен. 2 бога есть. Сейчас КД у меня будет минимальный у этого скилла. Я, в принципе, должен летать и убивать.
Я, наверное, попробую все-таки рискну. Цепочкой Башер. Башер сильно. Цепочка сильно. Все это сильно. Но не надо мне. Ай-яй-яй, рефрешер. Или, может... Короче, мне рефрешер просто не нужен. Не очень пришло, конечно. Но зато из плюсов у меня есть Леон. Есть Гранд Геральт. И немножко богов. По идее, я сейчас буду намного быстрее как бы и ману высасывать у чуваков. У него КД меньше. И, ну, сейчас посмотрим. Повезет, хорошо, не повезет. Кстати, у Фуриона, если что, он стакает быстрее этих чувачков. Так, еще мана, отлично. Сюда ману. Взять бы уровень, наверное, знаете, вот взять бы 10 и выставить бы фуловых богов. Я рискну. Фуловых богов, я рискну. Это риск, но я надеюсь, он будет оправданный. Так, 2. Киры у меня нету, зато есть у меня Фурион. Какая у тебя там расстановка, чтобы я знал, как против... Вот нежить. Проблема нежить. Огромная проблема для меня нежить. Он через шаманку играет. И через этого играет. Это, короче, проблемный чувак там. Сейчас посмотрим. По идее, он оверсилен для меня. Я хоть и вынес его сейчас. Ну как вынес? Не вынес. Да, я его не вынес, боже. Все очень плохо. Нереально жесткий, через жреца играет. Красиво, красиво. Не, ну может не получится и придет тот, кого я хочу. Я, наверное, расстановку чуть-чуть поменяю. Может, что-то изменится. Хотя я сомневаюсь. Очень сильно на нежити скатал. Хорошо. Красиво сыграл. Второе место на нежити при такой вот сборке, когда еще и цветы не должны, кстати, ну, цветы, кстати, не должны работать. Сейчас у него хоть куча цвет будет, но он не должен работать. Еще сейчас обезоружь будет прилетать мне в моего лиса. А, зачем в лиса? Он не будет в лиса прилетать, он будет сейчас в инчу прилетать. Сейчас посмотрим. Повезет, будет хорошо. Крутись, крутись, крутись. Давай. Боже, хорошо, что против меня нежить. Чувак просто на нежити выкатывает, там просто нереально. Ну, это ж так самое против меня работает. Я винстрик забрал, я винстрик забрал. Хорош. Тайт. Тайт не нужен. Два яичка и все. Моя удача меня покинула, походу. Не знаю, что делать. Сейчас придет же нежить, и он мне просто оторвет лицо. Очень жесткий на нежити. Очень жесткий. Еще и хил есть. Я имею проблемы, огромные проблемы. Ну вот, он опять пришел к меня. У него радик, у него то. У меня отхила никакого нет. У меня дефа против него вообще никакого нет. Ну вот, все. Наигрался. Минус 20. Обида. 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 Не, классно сыграл. Вот запомните вот этот билд. Ему радик пришел, ему это пришло. Очень красиво сыграл. Вот лайк. Просто лайк. Мне не хватило шмоток. Был бы у меня Battle Fury либо Кира, я более чем уверен, что я бы вот это вот все выносил. На самом деле было бы Battle Fury, я бы на Battle Fury выносил бы вообще налегке. Мне даже интересно посмотреть вот до конца, что это будет. Просто вот интересно. Не, он красиво сыграл, мне немножечко не повезло. Я эту каточку
выложу. Чтобы посмотрели, каково оно бывает, когда против тебя нежить играет. Очень ситуативно, конечно. Хотя, на самом деле, он сейчас гоблина выставил. Возможно, тут будет ГГ. Но не факт. А, не, у него шаманка в двойку пришла. Если сейчас придет Кира, то проблема у него будет огромная. У него еще мех есть. Он сейчас фуловых мехов выставит. Он себе сделает шаманку в тройку. И все. Да, скорее всего, сейчас это будет конечное. Я, конечно, не уверен, но, скорее всего, будет конечное. Тут главное, чтобы сделать вот эту шаманку в тройку. И все. Надо было, конечно, не экспериментировать, а вначале просто брать и делать себе зверей. Я бы намного раньше их выставил. Сейчас просто посмотрим, что он ему придет. Но я сразу говорю, вот он закинет все шмотки нормально в нее, и все. Я даже хочу посмотреть, вот. Скорее всего, сейчас раунд закончится. Ну, игра закончится за 2 раунда. Ну, где-то так. Вот вертолетик прилетел. Все, у него 666. У него, конечно, есть чистый урон в плане затмения тьмы, но он у него в двойку. А у него шаманка в двойку. Шаманка в двойку намного сильнее, если он у нее шмот закинет. Если у нее шмот не закинет, это будут слезы, это будет, ну, просто разочарование. Некромикон. Так, он оставил его, хорошо. Плюс 40 мана, но это тоже, ну, слезы. Как бы тут есть деф. Мне просто не хватило одного раунда дожить. Дожил бы один раунд, было бы красиво. В целом, катка получилась даже хорошая. Ну, мне понравилось. Так, в тройку у него сейчас еще Тимбер будет. Сейчас сразу будет, кстати, лететь и кастить свои способности. Я не знаю, почему он не бустит это. А, ну у него, в принципе, не очень шмотки. Поэтому он и не бустит эту шаманку. Я бы, на самом деле, на его месте шаманку бы бустил. Ну, кстати, гоблинов вот этот чувак пробивает на нежити. Чисто из-за того, что у него жрет такой огромный. У меня даже идея появилась поставить немножко богов под этого жреца. Это будет очень круто. А я не понял, что с иллюзией сейчас появляются чуваки. Но шмот у него просто прекрасный. Очень классный шмот. Очень классный. Ему повезло, что ему пришел Радик со старта на нежити. И еще вот такой чувак. Ему затмение тьмы надо бустить нереально. Красиво, красиво. Он еще шаманку не успел. Но, ну да, вот, он наконец-то додумался, что ли, или как? Ну, сейчас посмотрим. Такая битва титанов, чисто. Гоблины, мехи, цветы против нежити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Расстановка максимально неприятная у него. Чисто затмение тьмы. Не, ну вот этот чувак очень сильный. Вот это затмение. Я сейчас хочу просто посмотреть на иллюзию. Нет, с иллюзией не появилась. Ну все, тут GG сейчас будет. Все, последний раунд и все, это конечное. Нежить нереально сильный. Красиво сыграно, красиво повезло по шмоткам. Вот реально очень хорошо повезло по шмоткам. Он чистым уроном бьет. И просто разрывает кабинет. Ему бы расстановку сделать нормально. У него толпа народа просто стоит АФК. Ему прилетает цепочка, у него вся толпа народа стоит АФК. Почему он не делает себе как бы, ну, нормальную расстановку человеческую, непонятно от слова совсем. Как ни крути, он здесь выиграл. Красиво. Красиво. Но я бы бустил его затмение тьмы. Вот затмение тьмы, кстати, это прикольно смотрится. Даже не через банши, через затмение тьмы, потому что чистый урон. Красиво. Ну вот, опять прилетела цепочка, он этого не понимает, похоже, о том, что цепочка прилетает именно вот не в него. Неужели он выиграл? Похоже, перехвалил. Похоже, перехвалил. Боже, просто минус 33. Обалдеть. Ему, ой-ой-ой. Ему ж пятерки. А че он золотой ролл не юзает? Он что, дурак?
А почему он золотой ролл не юзнул? Я не понял этого момента, почему он золотой ролл не юзнул. Но ему только блокировать сейчас. И то не факт. Если он соберет в тройку импресску, либо же ему даже вертолетик в двух. Продай двухцвет, купи вертолетика. Вертолетик тебе даст. Продай двух. Ему бы вертолетик очень помог толпу народа выносить. Хотя, может и нет. Не знаю, но мне кажется, помог бы толпу народа выносить. Но тут оверсильный жрец. Ну, красиво. Хотя две цветки в тройку он соберет, он, кстати, тоже будет выносить неплохо. Просто расстановку поменял чуть-чуть и все, и выносим, будь здоров. Плюс гоблины дают какой-никакой хп-реген. Золотое сердце. Давай, ну... Это жестко. Убери вертолетика. Убери вертолетика, чтобы ты мог халявный ролл хотя бы получить. Ну, можно и так, в принципе. О, все. Если он найдет радик. Кстати, если он сейчас протупит и не уберет вот этот предмет, то GG. Ему нужно убрать этот предмет срочно. Если он сейчас не берет этот предмет, не будет работать алое сердце. Почему это так работает, непонятно. На самом деле они должны вдвоем работать, но работает один из них. И работает почему-то именно зеленая шмотка. Вот сейчас обратите свое внимание. Я подсказывать ничего не буду, просто интересно, догадается ли он сам. А еще, кстати, когда у тебя фуловые цветы дают на свои иллюзии шмотки. Это вообще огонь. Плюс 3 обезоружен. Ха! Боже, какая эпичная игра. Ну, красиво. На нежити очень неплохо сыграл, реально. Эта эпичная катка войдет в историю. Ему башер надо закидывать в цветку. Радик. Радик. Давай, Радик. А, так подожди. Сейчас у него все цветки, все дубликаты будут с бессмертием. Плюс иллюзии. Да забей просто. Просто я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот смотрите внимательно. Сейчас на цветке какие шмотки. У нее сейчас будет тут куча иллюзий. Она будет прыгать сразу, наносить кучу урона. Тут в тройку. Зачем тебе две цепочки? Отдай цепочку одного. Цепочку одну отдай. Одну цепочку. Он затмение тьмы раздел, но цепочку... Цепочку отдай. Ну ладно. Где цветки? Где цвет? Вот дубль цветки, видите? 2 бессмертия. Ну тут скорее... Да, тут все. Слишком... Ну я его выносил, вот этого меха. Но и он его выносил. Если бы мне просто один раунд, если бы там хотя бы Battle Fury выпал, я бы больше чем уверен, что я нежели бы выносил. Обалденная катка, реально. Я даже не поленился, и даже топ-3 я занял, но мне на самом деле было очень интересно, как все произойдет. И моя здесь ошибка в том, что надо было сразу собирать вот зверей и вытягивать игру. Хотя под богами, кстати, это очень интересно выглядело. Мне понравилось. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте не забывайте ставить свои лайки, комментарии, также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.